Я хочу сказать миру, я хочу сказать миру, что он прекрасен. Художник рисует то, что он хочет видеть. Он создает мир, который он хочет, чтобы был, чтобы существовал. Вот какой я хочу, чтобы был мир, вот такой я его и рисую. Не, можно же рисовать страшное, можно высказываться какими-то ужасами. И, конечно. Я вот когда огонь рисовала, я всё пыталась понять, но он ужасный или красивый. Вот. И пришла к выводу, что, наверно, все-таки красивый. Возьмем, ну, европейский взгляд на картину, ну, фигуративную, предметную, то, конечно, это такой замкнутый сюжет. Это как бы мир внутри себя. А если мы возьмем орнамент, то как раз он может продолжаться до бесконечности. Это такой восточный уже азиатский подход к изображению. Но интерес к азиатской культуре, возможно, он связан с моими корнями, в каком-то смысле восточными, татарскими. Но вообще мое восприятие очень обширное. Мне нравится как раз объединять и восточное, и европейское. Мне кажется, в этом вообще заложен огромный смысл и какой-то потенциал на будущее развитие всего, не только искусства. Суть как бы вот устройства мира, да, вот как, чтобы мир был гармоничным, из разных тряпочек собрать что-то красивое. И тут задача, чтобы они все были разные, как будто бы, и при этом соединялись. Как это сделать? Ну вот. Родился такой образ «Две королевы». Я не знаю, кто это, откуда они взялись. Для меня вот абсолютный такой гармоничный мир. Мне кажется, если бы женщины больше были допущены к власти, было бы все значительно
значительно равновешеннее, значительно гармоничнее. Это точно абсолютно. Для меня это даже не вопрос. Мне очень нравятся, мои любимые образы — это африканские женщины, которые вот эти свои огромные жилища, разукрашивают, там какими-то белилами, охрой. Это потрясающе красиво, такая свобода в этом есть. И я всё когда у меня такой момент, какого-то смятения, я всё время этих женщин вспоминаю. Да, надо выступать там чё-то против чего-то там, за кого-то. Ну вот, мне это совершенно неинтересно абсолютно. Мне нравится создавать миры. И вот в моем мире, да, в моем мире есть 2 королевы, и я их люблю. Как это будет? Вот я не знаю, как это будет. Мне интересно это увидеть. Мне друзья притаскивали кучу, каких-то бусин, там, сломанных каких-то сережек и прочее. Но в какой-то момент накопилось этого какое-то огромное совершенно количество, и я уже не знала, что с этим делать. Какие-то артефакты, которые хранят в себе, ну, не знаю, какую-то энергию человеческую. Так, и люди так мне приносили, ну, потому что они не могли это выбросить. Тем более я, как я могу это выбросить. Поэтому здесь можно посмотреть. Тут какие-то брошки, вот клипсы. Вот есть туфля, например, от Барби. Линза от любимых очков, которые сломались. Какие-то пряжки. В общем, тут часы старые, очки. И все это я сделала вот неким фоном. Ну, иногда, ну, страшно что-то попробовать, да, ну, там, взять эту фактуру, взять такой цвет, такое сочетание. И, ну, думаешь, как это будет? Боже, как это будет? Я не знаю, но это просто очень хочется увидеть, хочется посмотреть, как это будет. Фактически пейзаж на холсте, ну, не маслом, а акрилом, окей. Но я нашла, вот эти вот пальмы, сделала стеклярусом. Мне показалось, что это настолько похоже на то, что происходило. Это реальный пейзаж совершенно с Корфу. Ну, вот вообще ничего другого тут быть не может. Вот только оно. Но галерист сказал, вот если бы вместо стекляруса это было нарисовано красками, то да, это бы могло появиться у нас на полках. Ну, вот такое, да. Но это должно идти дальше, я абсолютно в этом убеждена. Я не знаю, как это сделать и как это должно происходить. Но это надо людям показывать, конечно, да. Надо. Я так немножко с отчаянием это говорю. Все, я сейчас расплачусь. Я вообще
Кстати, что я делаю, когда не получается? Я не плачу. Я на самом деле плачу, обычно, когда что то получается. Ну, когда что-то вдруг раз и Если обратить внимание на работы, на все, почти у всех открытая композиция. Они не заканчиваются рамками работ, и поэтому часто либо совсем без рам они, либо рамы дополнительно также оформлены, как и сама работа, чтобы не замыкать изображение в нем самом, чтобы оно продолжалось наружу. Оптимистичные цвета, достаточно яркие. Но рядом надпись «страдания», все-таки мозг уже машинально начинает искать в форме выражения именно подтекст страдания. Мне это напомнило вот какой-то некий ком в горле, когда ты вот стоишь, например, перед какой-нибудь девушкой, вот, ну, у тебя еще возраст там лет 15-16, и ты еще не особо понимаешь, как с ней разговаривать. И у тебя вот встает вот этот некий ком в горле. И ты не можешь его описать визуально, как он может выглядеть. Но при этом он тебе перекрывает дыхание, а уровень эмоций, вот как вот эти вот шары какие-то. То есть вот, ну, какое-то вот чувство любви, которое невозможно выразить. И вот оно в горле вот как-то вот так вот раскрывается, не дает ничего сказать. Невысказанная любовь. Можно сравнить, наверное, с целью, какой-то глобальной целью в жизни, например, движение куда-то, движение вперед. будто вот это вот волны, да, и там появляются глаза у этих волн. И вот ты лежишь под этой кроватью, смотришь на небо через эту сетку. И тебе так грустно, грустно. Ассоциация такая пришла с фильмом «Аватар». Там был эпизод, когда они раздавливают различные плоды с этой планеты. Вот. Из них вырывались такие массы ярко-синего, розового, там, оранжевого цветов. Вот. Ну да, вот, точно, самое лучшее определение, инопланетная флора. Пространство диктует открыть глаза, увидеть картину не как часть конкретного интерьера, конкретного пространства, а как часть жизни в ее действии. Интересно Двигаться дальше. двигаться, да. Да, надо двигаться дальше. Я поняла, что у нас немножко неправильно эти процессы сориентированы. Ну, то есть мы всем придерживаемся каких-то традиционных технологий и лишая себя каких-то вообще возможностей самовыразиться. Все пригодится. Это такая немножко игра, когда как из кубиков складывать нечто. И сразу, ну, меняется, когда вообще глаза добавляешь, очень сильно оживает камень. Там, может быть, их будет 2 рядом, например.
чудо. Чудо, когда вдруг из этого что-то происходит, что-то появляется, оживает. Даже исходя из этого а, природного, наверное, подхода, такого органического какого-то концепта к творчеству, к этой практике, конечно, возникает необходимость вынести это куда-то дальше, на природу, к близким структурам, близким тому, что я делаю, как мне кажется. И в этом тоже есть какой-то эксперимент, посмотреть, как это может взаимодействовать, насколько это может быть органично, близко друг к другу, да, потому что это может оказаться совершенно противоположно, и вдруг вылезет там мое эго внезапно, да, и, в общем, не то, что я думала. Я вдохновляюсь природой, вдохновляюсь тем, что происходит вокруг, ну, в природе. То есть мне именно интересны какие-то ну, биологические даже, можно сказать, процессы. Надо, ну, конечно, тягаться как-то это, там, не знаю, порабощать. Мне кажется, это бессмысленно. И тут только, возможно, какое-то соединение вот с этим, принятие вот этих вот природных законов, проецирование их на себя и, ну, попытка буквально прорастить, вырастить вот, ну, то, что ты создаешь. Ну, это как сад. Та минута не повторится, та минута не повторится, растворяя тугую реальность, исчезая в пепле домов. О, моя неприступная глупость, завела ты меня далеко. Я искала заветного смысла на немыслимых берегах. Ненаписанная страница — это я у тебя в руках. И не зная, я прошла километры, все сплетая в единый узор. И шагнув за пределы победы, я теперь на пороге твоем. Не гони своего поэта, он так долго искал свой дом, он так долго искал свой дом.